Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я вам расскажу про топ-10 моих лучших смартфонов, по моему мнению, на сегодняшний день перед распродажей, которая будет с 1 по 12 на Али, либо вы купите все это на Яме, вообще не важно в каком конкретном месте. Протестировал я чертову тучу девайсов, не пишите мне про супер новинки, потому что я покупаю их так же, как и вы, мне их никто не засылает. Тот же, допустим, Xiaomi 12T Pro мне еще не пришел, при том, что я тоже смотрел на него обзоры, у кого-то плюсы, у кого-то минусы. Логично, что любой флагман, который я не вспоминал на этом обзоре, который вы увидите, допустим, послезавтра в моей телеге, либо в принципе где-либо на распродаже, будет всегда лучше тех флагманов, о которых я рассказывал, исключая Apple, потому что Apple выдает девайсы раз в год, и чтобы мы не говорили, как бы мы не описывали процесс из разряда того, что они скатываются, у них потери продаж, у них просто лютый какой-то трындец по поводу технологий, каждый год это хайп. Но не об Apple сегодня рассказ. Рассказ про то, что здесь будет и Motorola, здесь будет и Xiaomi, еще много всяких смартов, которые лично мне запали в душу за 2022 год. Возможно, в конце года я сделаю еще один топ, но здесь не будет пикселей. Я не верю, что в 7 или 7 Pro они исправили семерку. Здесь не будет, не знаю, каких-то смартфонов, которые, по моему мнению, не стоят вашего внимания, бренда третьего эшелона. Сразу спойлер, никаких ZTE. Вы можете со мной соглашаться, можете не соглашаться. Я это дело покупаю, потом либо использую, либо продаю. Я снимаю на смартфоны обзоры 5 лет. Да, сейчас все снимается на камеру, но в основном так. И смотрю на все с точки зрения опыта пользователя, который покупает, и потом ему либо необходимо себе это оставлять, либо продавать на том же Авито. Я не рассматриваю девайсы, которые я потом не смогу продать, или которые у меня кирпичатся в процессе тестов. А с этим я уже, к сожалению, тоже сталкивался. Поэтому от меня вам вот такой топ. Можете соглашаться, можете нет. Пишите, какие вы для себя флагманы выбрали. Каждый раз, когда вы покупаете любую новинку, помните, что, допустим, если у меня она появилась через месяц, а у вас через 1,5 года, либо через полгода, у вас совершенно другой телефон, потому что либо прошивками все это дело убивают, вспоминаем некоторые средние OnePlus, либо наоборот создают из этих смартфонов что-то супер-мега крутое. Вспоминаем тот же Nothing, который по отзывам стал намного лучше как смартфон в плане прошивки, так же как, к слову, их наушники. Пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Практически все новинки я покупаю, какие-то до меня доходят, какие-то нет. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца обычно много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. Сейчас идет сейл буквально с 1 по 13. Я думаю, там много всего интересного можно найти. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, и хочу отметить, что в данном топе не будет примеров съемки камер различных смартов и полноценных результатов тестов. И информация о смартфонах будет урезана. Для того, чтобы полноценно ознакомиться со смартами, которые присутствуют в топе, вы можете посмотреть отдельные обзоры на каждый из них, перейдя по ссылкам в описании. Там будет и где купить, и отзывы читайте в комментариях под роликами у меня, допустим, потому что важно не только мое мнение, но и мнение пользователей, либо людей, которые планируют данные смартфоны покупать. Полетели. 10 место сегодняшнего топа открывает смартфон под названием Motorola Moto X30 Pro. Первый среди равных или равный среди первых с 200 мегапикселей, правда? Из плюсов данной модели отмечу OLED-дисплей, пиковую яркость экрана в 1200 нит, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, отличная начинка, а также основной сенсор, повторяюсь, на 200 мегапикселей. Поставляется данный девайс с блоком питания на 125 Вт, кабелем, не самым лучшим чехлом и пленкой. Весит смартфон 202 грамма, размеры составляют 162 на 74 на 12,2 мм. Смартфон выглядит стильно, вдобавок он еще и компактный. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамки алюминиевые. Сборка хорошая, как и материалы, но защиты от влаги и пыли у смартфона официально нет. Я думаю, как и неофициально. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C, OTG версии 3.2 с Ready for. За это отдельный плюс.
Также не каждый смартфон может похвастаться данной версией разъема. Далее есть микрофоны и капорт, а вот мини-джека не завезли. Звучание у смартфона псевдо-стерео с поддержкой Dolby Atmos. И в основном он в данном топе за то, как он ощущается в руке. Нереально классно. Что материалы, что сборка мне понравилась. Кстати, всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Вы помогаете проекту и подвигаете меня на то, чтобы я делал больше топов. Смартфон оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 393 ppi, что практически близко к моему идеалу в 400 ppi. Яркость 1000 нит, пиковая яркость 1250 нит. В топе будут смартфоны, у которых пиковая яркость куда больше, но при этом в солнечный день у X30 Pro данные показатели визуально чуть ли не лучше. Здесь честные 1250 нит, и на ярком солнце ее хватает. Частота обновления экрана 144 Гц, а мгновенная частота дискретизации касания 1500 Гц. Показатели шима неплохие, Always On дисплей в наличии, как у мультач на 10 касаний. Разблокировка экрана происходит за счет стандартных способов разблокировки, сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Все работает без нареканий, разумеется, промахи бывают, но это как и во всех смартфонах в данном топе. Экран действительно хорош, цветопередача приятная с насыщенными цветами. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор стандартно Adreno 730. Интерфейс MyUI версии 4.0 на базе Android 12 версии. Уже может быть и 13 прилетела. По поводу версии операционки и всего остального всегда помним, что топ делался в одно время, обзоры делались в одно время, а вы его смотрите совсем в другое. Разумеется, может, вы смотрите уже, когда и Android 14 версии появился и все аппараты обновились. Плюс результаты тестов могут быть другие, про это вы тоже должны помнить. Возвращаемся к X30 Pro. Рекламы здесь практически нет, интерфейс плавный, без подвисания, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. В целом хорошо все, даже учитывая, что нет возможности расширить память, вставив microSD. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей. Для 4G есть бенды 7 и 20, при том, что различий в бендах и агрегации частот между китайской и глобальной версией смартфона нет. Хотя многие писали, что есть еще 5G с бендами, какая-то чехарда, но, во-первых, это нам не особо актуально, а во-вторых, проверить возможности у нас, опять же, мало. Bluetooth версии 5.2, напомню, что есть еще 5.3, это не последняя версия. NFC смартфон поддерживает, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что для данного процессора стандартно. Емкость аккумулятора 4610 мАч, в PC-марке выдал неплохие 8 часов 31 минуту и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 125 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную зарядку на 10 Вт. Смартфон заряжается от 0 до сотки за 18 минут, что очень быстро, и это также один из немаловажных плюсов. В играх Smart показал себя неплохо. Играть в игры можно без проблем, но, к примеру, стримить без карты захвата с него невозможно. Пробовал, летали, знаем, никак. Это вам не OnePlus Ace или Ace Racing Edition, которые стоят в 2 раза дешевле, но это могут. Как по мне, оптимизации под игры не хватает. Еще раз повторяюсь, у BBK в этом смысле все в разы лучше, даже в бюджетных вариантах. Вантуту выдали хороший результат в 1 миллион 7 тысяч попугаев. Storage тест показал 68 тысяч, что является средним результатом для данного типа памяти. Далее, основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей LED-вспышки. Основной сенсор на целых 200 мегапикселей, сверхширик на 50 с углом обзора в 117 градусов и портретник IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 30 FPS, 4К 60 FPS также на борту. Оптическая стабилизация, как и цифровая, имеется. Ко всему, стаб отрабатывает не лучшим образом. Оптический и цифровой зум на борту в стоке имеется достаточно различных режимов, что, конечно, радует. К примеру, портреты с фокусным расстоянием в 35 мм, стандартные 50 и 85 мм. Но, как по мне, это просто кроп. Фронтальный сенсор на 60 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS. С JCam снимает смартфон волшебно, но это костыли. Ультра качество для фото сделали как отдельный режим, при том, что в этом режиме снимок выполняется за 7 секунд плюс-минус. И это, как по мне, долго. Ко всему этому у фронталки при включенной стабилизации есть лютейший роллинг шаттер. Да, при отключении стаба у нас роллинг шаттер исчезает, и это касается, в принципе, почти всех смартфонов, даже супербюджетников от Xiaomi. Но серьезно, это флагман вообще-то. Motorola. Минусы: нет защиты от влаги, псевдостерео, нет мини-джека и К-порта,
цвета и вроде бы все. Но за время тестирования смартфона я не заметил чего-то интересного, кроме основной единственной фичи — это сенсор на 200 мегапикселей. Смартфон интересный и фанатам однозначно зайдет. 9 место занял смартфон, а точнее игровой смарт под названием Asus ROG Phone 6. Из плюсов отмечу наличие системы управления Air Trigger 6, интересный дизайн, подсветку с тыльной части, Samsung AMOLED экран, невероятные 165 Гц, обновление экрана, тач на 720 Гц и все тот же Snapdragon 8 Plus Gen 1. Поставляется он с блоком питания на скромные 65 Вт, чехлом, стикерами и пленкой. Разумеется, стандартно имеется ключ для извлечения слота, кабель Type-C и руководство. Если у какого-то смартфона в данном топе будет скромная комплектация, я обязательно об этом скажу. Весит смартфон целых 242 грамма, поставляется данный девайс в черном и белом цвете, тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 3 версии, рамки алюминиевые. Внешне смартфон выглядит прям эпично. Сборка, как по мне, хорошая, материалы качественные. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1 сбоку и USB Type-C версии 2.0 внизу. Микрофоны, высококачественную аудиосистему Game FX из двух стереодинамиков, звучание просто шикарное. Возможно, я бы сказал, что по звучанию данный смарт в топе лучших, если бы не следующий смартфон в топе. Вдобавок, смартфон поддерживает технологию Snapdragon Sound с кодеком aptX Adaptive и aptX Lossless. Мини-джек на борту, куда же без него. На тыльной части расположили подсветку с некоторыми предустановленными режимами и с поддержкой до 16,77 миллиона цветов. Помимо всего перечисленного выше, нам предоставили систему управления Air Trigger 6. В нее входит управление движениями, два ультразвуковых сенсорных датчика, которые в этой модели теперь поддерживают больше жестов, чем в прошлой модели ROG. В играх использовать триггеры очень удобно, но требуется практика. Водонепроницаемость минимальная, класса IPX4, что мелочь, но приятно. Установлен Samsung AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2448 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, не зря же он игровой. Соотношение сторон 20,4 к 9, плотность пикселей 395 ppi. Все великолепно с ней. Пиковая яркость 1200 нит и для использования на улице яркости достаточно, она здесь честная. Частота обновления экрана максимум 165 Гц, тач на честные 720 Гц, задержка касания 24,3 миллисекунды, 10-дюйминг в наличии, но работает он только при 60 Гц обновления экрана, это фейл. Показатели шима очень хорошие, как для подобного экрана. Мультитач берет все 10 пальцев, разумеется, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Также имеются различные полезные функции, как, к примеру, смарт-экран. Но подбородок и верхняя рамка, конечно, портят всю картину. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Android 12, оперативная память последняя LPDDR5 на выбор 12, 16 и даже 18 гигабайт. Внутренняя память быстрая UFS 3.1, 128, 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E последненького, поддержка 5G сетей. Для 4G есть 7-й бенд, а вот 20-го нет. Несмотря на это, связь смартфона в большом городе ловит отлично. Может быть, какие-то есть модели с 20-м бендом, но я не встречал. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается. GPS-тест в городских условиях показывает точность в стандартные 3 метра. Емкость аккумулятора 6000 мАч, и он разделен на две части для быстрой зарядки. В PC-марке выдал отличный результат в 9 часов 6 минут, а осталось еще 20%. Смартфон поддерживает прямое питание от электросети во время игры. Заряжается он с 0 до сотки за 46 минут лично у меня. Играть очень комфортно, смарт не фризит и не подвисает, что неудивительно. Я гонял данный смартфон на стриме, кому будет интересно, можете посмотреть на лайв-канале запись. Все в онлайне на Твиче делалось. Смартфон отлично оптимизирует свою работу для любых поставленных задач, ко всему этому есть много полезных и удобных функций для настройки данного аппарата под свои предпочтения. За охлаждение отвечает система Game Cool 6, процессор в тестах показал хорошую стабильность, так как он не тротлил. В Antutu выдал результат в 1 миллион 80 тысяч попугаев. Storage тест показал 67 тысяч. В AI Antutu смартфон выдал 3 миллиона 27 тысяч попугаев. Также отмечу, что для игрового смартфона он неплохо снимает фото и видео, даже хорошо, мне реально понравилось. А если вам какой-то смарт понравился, обязательно посмотрите на него полноценный обзор, обязательно прочитайте все комментарии и обязательно почитайте комментарии еще и к лоту на Алишке. Может быть, даже не к одному, а к нескольким. Узнаете все сразу минусы. Потому что обычно люди, которые недовольны, как раз и пишут. Основной блок камер у ROG с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной широкоугольный сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей. Ультраширокий сенсор на 13 мегапикселей и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К
4К 24 FPS и, конечно же, есть еще 4К 60 FPS. Оптической стабилизации нет, но есть гироэлектронная стабилизация, фронтальный модуль на 12 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео 4К 30 FPS. Минусы: большой подбородок и рамка, нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD и в целом все. ROG Phone 6 подойдет для любителей поиграть в игры на смартфоне или как дополнительное устройство для развлечения, как геймпад. Использовать его как основное устройство, конечно же, можно, но по большей части, опять же, ROG Phone для фанатов, так как это узконаправленный девайс, несмотря на то, что его можно использовать как обычный смарт. Вообще, очень многим взрослым дядькам ROG Phone нравятся, и по мне, если брать игровые, лучше, чем они, никто не делает. Но здесь есть пометка: с одной стороны, лучше никто не делает, но они реально дорогие, а если брать цена-качество, смотрите на 8 место. Его занял смартфон, который вплотную находится рядом с ROG Phone 6, и да, снова игровой смарт, но это уже Xiaomi, а именно Black Shark 5 Pro. Плюсы — это шикарные материалы, топовое звучание по версии DxOMark и не только, и по моему тоже, пиковую яркость экрана 1300 нит, двухзонную систему 3D Touch, комплект поставки таков: 120-ваттная, да-да-да, зарядка, стикеры, чехол и пленка. Весит устройство 227 граммов, а в габаритах оно 164 на 76 на 12,1 мм. Приобрести данный смарт можно стандартно в белой и черной расцветке, тыльная часть выполнена из стекла с покрытием Soft Touch, а рамка алюминиевая. Тактильно материалы очень приятные, на корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что является таким эпичным фейлом, учитывая, что это игровой смарт. Серьезно? Может быть, мы захотим игры туда закидывать через провод, а не по Wi-Fi. 4 микрофона, 2 основных динамика, 1 разговорный. Звучание здесь, разумеется, стерео с сертификацией HRS Audio. А также звучание в данной модели является топ-1, еще раз повторяюсь, по версии DxOMark, которому много кто верит. Понятно, что многие не верят, но дайте мне альтернативу, напишите внизу. В принципе, кроме камер, я с ними часто очень согласен. По поводу камер, это система их оценки у меня, как у блогера, вызывает очень много вопросов, и я с ними не согласен по ним часто. Качество звучания, повторяюсь, у Xiaomi шикарное. ИК-порт, как и мини-джек, отсутствует. На тыльной части также есть подсветка, которая срабатывает при входящих вызовах, сообщениях, зарядке аккумулятора и тому подобное. Также есть 2 магнитных всплывающих триггера, на которые можно повесить любое действие по вашему желанию. К слову, классные триггеры были еще в Realme GT Master Explorer Edition 2. Обязательно посмотрите на этот супер-мега крутой смартфон обзор. Он не в топе, потому что глобальной версии данного смарта нет. У него сенсорные триггеры, которые работают через чехол. Он очень-очень мега-супер-гипер классный, но, еще раз повторяюсь, первой его версии глобалки не было, и второй, скорее всего, тоже не будет, поэтому в топе его нет. Но если вы фанат BBK, вы поняли, русский язык-то там есть. Летим дальше. Black Shark 5 Pro оснащен OLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская. Соотношение сторон 20 к 9, плотность пикселей 394 ppi. Пиковая яркость 1300 нит, при прямом попадании света на экран вглядываться не приходится и яркости хватает. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, тач на 720 Гц. Также смартфон оснащен двухзонной системой 3D Touch, DC-диминг вшит, показатели шима неплохие. Датчик освещенности установлен на 360 градусов. Полноценный AOT Always On Display, наш любимый, в наличии. Мультитач, разумеется, есть, и экран спокойно откликается на все 10 касаний. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Экран, повторяюсь, отличный, цветопередача насыщенная, яркости экрану достаточно, как и четкости. Также в настройках можно обнаружить много интересных функций, к примеру, Magic Press и Video Studio. И для развлечения в стоке добавили еще Shark Chan, цифрового помощника. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Joy UI версии 13 на базе Android 12 версии и MIUI 13 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и доступна на выбор 128 или 256 гигабайт, чего по мне маловато для игрового смартфона, который ты планируешь на несколько лет ко всему брать. Плюс расширить внутреннюю память еще и нельзя. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual Mode 5G, для 4G Band 7 и 20 на борту, Bluetooth версии 5.2 есть, NFC поддерживается, за что спасибо, GPS-тест показывает точность для Qualcomm стандартный в 3 метра, емкость аккумулятора 4650 мАч, в PC-марке выдал очень скромные 6 часов 5 минут, а осталось 20%. Это вам не ROG, правда? Но при этом в игры его автономность поражает. Вот такой вот сюр, так как расход батареи оптимизирован именно под них. Очень это хорошо. Смартфон поддерживает Hypercharge
Charge на 120 Вт, заряжается от 0 до сотки от родного адаптера питания с включенной функцией быстрой зарядки за 17 минут. Беспроводной зарядки на борту нет. В играх смартфон показал себя стабильно хорошо, картинка во многих играх плавная и без подвисаний. Играть, используя всплывающие триггеры, удобно. А от меня отдельный плюс за то, что они механические, а не сенсорные. Я все-таки за механику, как в наушниках, так и здесь. Бантут выдал результат в 1 миллион 23 тысячи попугаев. Storage тест показал отличные 76 тысяч, что уже лучше и соответствует типу памяти, в отличие от некоторых других смартфонов. Правда, Motorola? Результаты теста искусственного интеллекта 1 миллион 245 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, двойной LED вспышки и направленного микрофона. Основной модуль на 108 мегапикселей, широкоугольный на 13 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макромодуль на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, оптического стабилизатора не завезли, аудиозум в наличии. Фронтальный модуль на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, вырез под камеру минимальный. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, видеосъемка с основного модуля неплохая, как для игрового смарта. Она не дерганая и цветопередача приятная. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, старенькая версия Type-C-шника. По итогу любителям MIUI, любителям Xiaomi однозначно советую присмотреться к данному смарту, так же как к Black Shark 5, его даже выгоднее приобретать. Но у нас же сегодня топы, поэтому Xiaomi постарались и сделали действительно стоящий игровой смартфон, который по мне, по сумме характеристик и автономности в играх, выше, чем ROG. Вот так. 7-е место занял смартфон Vivo IQOO 10 Pro. Да, это не чистокровный Vivo, но IQOO завоевывает место среди пользователей. Из плюсов он имеет ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, AMOLED E5 LTPO версии 3.0. Вы ощущаете? Прямо мега топовый экран. 1500 нит яркость экрана. Привлекательный дизайн, хорошая съемка, наличие зарядки на 200 Вт, чехла и пленки. В габаритах смартфон стандартный 165 на 75 на 11,1 мм, а вес его 216 граммов. На выбор имеются черная и белая расцветки, при том, что белая расцветка — это коллаба с BMW. Тыльная часть выполнена под силиконовую кожу, а рамки алюминиевые. Сборка хорошая, как и материалы. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, стандартно 2 микрофона и К-порта, а мини-джека не завезли. Звучание псевдо-стерео, но не топовое. Вдобавок, основной динамик значительно лучше воспроизводит звук, чем разговорный. Защиты от пыли и влаги у смартфона нет. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей. Экран LTPO версии 3.0 с закругленными краями, плотность пикселей целых 518 ppi, так скажем, с запасом. Пиковая яркость 1500 нит. Ощущение есть, что яркость здесь меньше, чем в смартфонах с такой же яркостью. Так что они постарались только на пиковой яркости, которая работает в автомате, а над обычной максимальной нет. Частота обновления экрана 120 Гц, тач скромные 300 Гц. И отрабатывает он нерадужно. Шим, разумеется, не переваливает за 100%, но он не лучший. Людям, которые восприимчивы к шиму, советую обязательно этому делу уделить внимание. Полноценный Always On дисплей на борту, далее мультитач, разумеется, 10 касаний откликается. Разблокировать экран можно при помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и при помощи распознавания лица. Если говорить о сканере отпечатков пальцев, то он работает хорошо. Но, к примеру, у Samsung смартфоны есть, у которых подобный датчик работает куда корректней. Интерфейс доступен на русском языке, и шрифт можно поменять, что хорошо. Рамки небольшие не мешают во время использования смартфона, цветопередача отлично, вдобавок в настройках, разумеется, можно все подогнать под свои предпочтения, что стандартно. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и чип V1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS Oakley 12 на базе Android 12. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, не 6E, подозреваю, что решили они сэкономить. Поддержка 5G сетей, для 4G есть бенды 7 и 20, запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. Это же китайская версия смартфона, правда? Была бы глобалка, обязательно бы предупреждали. Для игр есть 4D вибрация, которую можно включить в настройках, но она работает только в играх, в которых эта функция оптимизирована. NFC смартфон поддерживает, на данный момент можно установить MirPay и спокойно оплачивать покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, емкость аккумулятора 4700 мАч, в PC-марке выдал хорошие 8 часов 21 минуту и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 200 Вт, быструю беспроводную зарядку на 50 и обратную зарядку на 10 Вт. Заряжается он с 0 до сотки, внимание, за 15 минут. Автономность в играх стандартная, ни больше, ни меньше. В играх смартфон показал себя неплохо. Напоминаю, что в
все тесты, примеры съемки, фото, и можете посмотреть в отдельных обзорах на каждый из смартфонов по поводу его и автономности в играх, сколько он в час поедает. Все там. Бантуту он выбил результат в 1 миллион 74 тысячи, плюс-минус как все. Storage тест показал шикарные 78 тысяч, как и результаты шикарные у искусственного интеллекта 3 миллиона. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Используется система Micro PTZ, основной широкий сенсор на 50 мегапикселей с оптической цифровой стабилизацией, с сенсорной автофокусировкой, сверхширик Samsung JN1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и портретный сенсор на 16 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Также имеется 40-кратный цифровой зум, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 30 FPS, 4К 60 FPS, разумеется, тоже на борту. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него скромное 1080p 30 FPS. И не скажешь, что флагман, правда? Хотя у BBK всегда так. В целом видеосъемка хорошая, плюс за все возможные режимы как для фото, так и видеосъемки. Минусы: нет защиты от влаги, звучание не топ, фронтальная камера не радует, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Данный смартфон я могу советовать, так как быстрая зарядка в 200 Вт это, конечно, круто. Новенький процессор, отличная начинка, русский язык в стоке, при том, что это китайская версия смартфона. Но помним, что он на любителя, и помним, что если вы фанат каким-то образом игровых смартов, которые делают вид, что они не игровые, welcome, он великолепен. Хотя следующий смарт ничуть не хуже, потому что 6-е место тоже концерн BBK занимает стильный и необычный Oppo Find X5 Pro. Как долго я на него смотрел перед покупкой, вы бы знали. Очень классно они делают, ну вы сами видите. Из плюсов данного смартфона выделю защиту от воды и пыли класса IP68, притом официально заявленную в рекламе, везде прописанную. Дисплей Mate A+, дополнительный процессор для обработки изображений, комплект, чехол, пленка, а также блок питания на 80 Вт. В размерах смартфон 162 на 73 на 10,2 мм, а весит он 216 граммов. В продаже стандартно только белая и черная расцветка. Тыльная часть выполнена из керамики, а рамки алюминиевые. Сборка отличная, никаких зазоров я не обнаружил. На правом борту расположена кнопка питания, а на левом качели регулировки громкости. Кнопка слегка люфтит, но не критично. Далее есть разъем для зарядки USB Type-C версии 3.1, за что огромное спасибо. Также имеем стандартно 2 микрофона, а эко-порт и мини-джек отсутствуют. Звучание здесь псевдо-стерео. Dolby Atmos на борту, звучание мне понравилось. Смартфон имеет защиту от воды и пыли класса IP68, я топил его в воде 2 раза, по итогу с ним все в порядке. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюймов с разрешением 3216 на 1440 точек QHD+. Дисплей Mate A+, покрыт Corning Gorilla Glass Victus, плотность пикселей с лютым запасом в 525 ppi, честно говоря, вряд ли она вам нужна. Пиковая яркость 1300 нит, при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает, вглядываться в экран не приходится. Частота обновления экрана 120 Гц, частота дискретизации сенсорного отклика скромная 240 Гц, DC-диминга не завезли, показатели шима просто запредельные, не радуют, и это относится, конечно, к минусам. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач на борту и 10 касаний экран легко берет. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. И, к слову, Oppo есть еще и в глобалке, то есть Oppo X5 Pro спокойно можно купить в глобальной евро-версии. Подбородка у экрана нет, рамки симметричные. Цветопередача у экрана отличная, летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, также в X5 Pro запихали Imagen NPU Mari Silicon X для обработки изображения сопроцессор, графический процессор Adreno 730, интерфейс Scala OS версии 12.1 на базе Android 12 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 гигабайт. Расширить внутреннюю память, вставив microSD, возможности нет. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G бенды 7 и 20 на борту, запись разговора на борту и без уведомления о начале записи собеседника, опять же, если у вас не глобалка. В глобалке такого нет. VO LTE завезли, VO Wi-Fi нет, вибромоторчик с технологией O-Haptics. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC смартфон, разумеется, поддерживает, MirPay встает. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, емкость аккумулятора 5000 мАч, за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает 16% заряда. За час игры в Genshin Impact уходит в среднем 23% заряда, смартфон не сбрасывает яркость в играх и не лагает. Играть очень удобно как в тяжелые игры, так и в легкие. Для игр его использовать однозначно можно. Заряжается он с 0 до 100
тренировки за 48 минут, беспроводная зарядка на 50 Вт на борту, за что спасибо, как и реверсивная беспроводная зарядка на 10 Вт. Вантуту выдал результат в 917 тысяч попугаев, и это хороший результат, но странный, если честно. Понятно, что в производительном режиме он выбьет миллион, но нам это не интересно, правда? Storage тест показал скромные 66 тысяч, а вот результаты теста искусственного интеллекта великолепные. 2 миллиона 879 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и LED-вспышки и направленного микрофона, который, к слову, очень хорошо справляется. Основной сенсор — это стандартно Sony IMX766 на 50 мегапикселей с углом обзора в 80 градусов. Автофокусировка и 5-осевой стабилизацией Dual OIS. Сверхширик Sony IMX766 также на 50 мегапикселей с углом обзора в 110 градусов. И 13-мегапиксельный телек с углом обзора в 45 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 60 FPS. По поводу всех этих максимальных разрешений вполне возможно, что все это тоже будет с прошивками допилено. То есть у кого-то 8К появится, а у каких-то смартов может и пропасть. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя с углом обзора в 90 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео скромное, стандартное для BBK 1080p 30 FPS. Стабилизация видео отличная, качество видеосъемки на хорошем уровне. Минусы: нет мини-джека, нет ЭК-порта, фронтальный модуль мог бы быть хотя бы 60 FPS. Несмотря на то, что я обозревал китайскую версию смарта, отмечу, что китайских приложений и тому подобного в нем по минимуму. Плюс за его дизайн, начинку, интерфейс. Если вы хотите себе флагман, то X5 Pro прямо шикарен. На 5-м месте у меня красуется OnePlus 10 Pro. И там бы был OnePlus 10T. У него у меня тоже есть обзор. И 10T это не флагман. А 10 Pro все еще флагман, несмотря ни на что и вопреки всему. Из плюсов выделю USB Type-C версии 3.1, AMOLED LTPO версии 2.0, приятный дизайн, отличную видеосъемку, фотосъемку, переключатели режимов громкости, физический и топовую начинку на время презентации смартфона. В комплекте был блок питания на 80 Вт, чехол пленка. Весит он 202 грамма, что, к слову, немного. А габариты следующие: 163 на 73,9 на 10,7 мм. Поставляется данный смарт в черной и зеленой расцветке, тыльная часть выполнена из матового песочного стекла, рамки алюминиевые. Дизайн интересный и запоминающийся. На корпусе расположили кнопку питания, переключатели режимов оповещения, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1. Это хорошо. 2 микрофона, звучание здесь псевдо-стерео, вдобавок оно хорошее и Dolby Atmos на борту. Сборка очень качественная. Смартфон оснащен дисплеем на 6,7 дюйма и здесь LTPO версии 2.0. Вы уже помните, да, что мы 3.0 в топе встречали? AMOLED с разрешением 1440 на 3216 пикселей. Правда, сильно. Матрица экрана, к сожалению, водопад, но я предпочитаю плоский, для того, чтобы в игру удобнее играть было. Плотность пикселей 525 ppi, не зря же он флагман. Пиковая яркость 1300 нит, частота обновления экрана 120 Гц, показатели шима не космические, но сказать, что они минимальные, я не скажу. Always on дисплей в наличии, как и мультитач на 10 касаний. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Процессор здесь 8-ядерный, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Графический процессор Adreno 730, интерфейс ColorOS 12 и Android 12 версии. Оперативная память, разумеется, LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт, и странно, так как нет 512. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей для 4G, бенды 7 и 20 на борту. Запись разговоров вшита в стоке без уведомления собеседника о начале записи. Опять же, если у вас китайская версия смартфона. В глобалке, повторяюсь, 10 раз буду повторять, такого нет. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, MirPay встает, GPS стандартно 3 метра точность, аккумулятор 5000 мАч. В PC-марке выдал 7 часов 25 минут, и осталось еще 25%. Полный цикл зарядки занимает 38 минут, за час игры в среднем уходит 25% заряда, играть комфортно, смартфон не сбрасывает яркость и не лагает. 10 Pro поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт, Вантуту выбивает 872 тысячи попугаев, Storage тест показывает не космический результат в 57 тысяч, а вот тест искусственного интеллекта показывает аж 2 миллиона 712 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двухцветной вспышки. Основная — это IMX789 на 48 мегапикселей, сверхширик на 50 с углом обзора в 120 градусов, и последнее — это телек на 8 мегапикселей. Оптическая стабилизация на борту у основного модуля и телеобъектива. Цифровая стабилизация, разумеется, тоже в наличии. Оптимизация естественного цвета от Hasselblad второго поколения. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К, а также доступна 4К 60 FPS, 120 FPS. Фронтальная камера IMX615 на 32 мегапикселя расположена в левом верхнем углу экрана. Это хорошо, не люблю по центру.
центру. Максимальное разрешение для съемки видео печальное 1080p 30 fps. Да-да-да, для флагмана это прям ультра неприятно. Мне качество съемки и передачи цветов очень понравилось. Минусы: маленькое разрешение для фронталки, хотелось бы зарядку побыстрее, показатели шима не радужные, нет возможности расширить внутреннюю память, а также, кто внимателен и знает, данный смартфон позиционируется как флагман, но официальная защита от влаги и пыли, в отличие от 9 Pro, не имеет. OnePlus 10 Pro по съемке просто отличный, хорошая начинка, наличие USB Type-C и, в общем, смартфон хорош, учитывая его ценник на данный момент. Хотя это один из самых старых флагманов в этом топе, если не сказать, что самый старый. Четвертое место моего топа занимает Xiaomi 12S Ultra. Из плюсов я отмечу защиту от воды и пыли класса IP68, AMOLED LTPO, 1500 нит пиковой яркости, отличная начинка и, разумеется, основной блок камер. В комплекте есть скромная зарядка на 67 Вт, чехол и пленка. Весит это чудо 228 граммов, габариты 163 на 75 на 14,4 мм. В продаже имеется черная и серая расцветка данной модели. Дизайн смартфона интересный, из-за тыльной части 12S Ultra напоминает Vivo X80 Pro. Тыльная часть выполнена из эко-кожи, а рамки алюминиевые. Сборка устройства отличная, как и качество материалов. На правом борту расположена кнопка питания и качели регулировки громкости. Кнопки слегка люфтят, но не критично. Далее есть разъем для зарядки USB Type-C версии 2.0, что, разумеется, фейл и не маленький, учитывая, что, допустим, те же видеофайлы, они весят космос. Если вы для съемки покупаете данный смарт, не всегда есть супер быстрый Wi-Fi. Также мы имеем стандартно два микрофона, наличие ИК-порта, динамики, два основных, один разговорный, звучание здесь стерео, Dolby Atmos на борту. Звучание настроено совместно с Harman Kardon, оно хорошее, но не супер-мега топовое. Мини-джека не завезли, что неудивительно. Смартфон имеет защиту от влаги и пыли класса IP68. Разумеется, все смартфоны, которые имеют защиту от воды и пыли, не боятся погружения в воду. Официально я топил в обзорах. Кому нужно, можете посмотреть, но в видеоряде вы и так видели. На данный момент на долгое время после утопления вырубается стал только iPhone 14 Pro, но я его топил несколько раз. Кстати, несколько раз он отрубался. Xiaomi 12S Ultra оснащен AMOLED LTPO дисплеем на 6,73 дюйма с разрешением 3200 на 1440 точек QHD+. Покрыт он Corning Gorilla Glass Victus, плотность пикселей с запасом 522 ppi, пиковая яркость 1500 нит. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает. Частота обновления экрана 120 Гц, тач минимальный 240 Гц. DC-диминга не завезли, показатели шима снова не радужные. Конечно, в подобных экранах у всех смартфонов показатели шима практически одинаковые. Но вот Samsung, у которых шим выше сотки, бьют все рекорды. Полноценный Always On дисплей тоже на борту, мультитач на борту, 10 касаний берет. Разблокировать экран, разумеется, можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Все работает быстро. Экран в целом отличный для повседневного использования. Цветопередача приятная, яркости экрану, повторяюсь, достаточно. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, последненький. Графический процессор Adreno 730, интерфейс MIUI версии 13 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 доступна на выбор 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 гигабайт. И расширить внутреннюю память, вставив microSD, возможности нет. Имеется поддержка Wi-Fi 6E версии, поддержка 5G сетей, для 4G бенды 7 и 20 на борту, бенд 7 на борту, а 20 нет. Опять же, я про китайскую версию смартфона вам рассказываю. Поэтому и запись разговора на борту, и без уведомления о начале записи в глобалке нету этого дела. И 20-й бенд есть, разумеется, для 4G. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC смартфон, разумеется, поддерживает. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, что неудивительно. И напоминаю, что минусы Xiaomi в китайских версиях, в отличие от бренда BBK, в который входит IQO, OnePlus и еще много всего, в китайских версиях смартфонов есть только английский язык, а русского нет. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра, аккумулятор стандарт 4860 мАч, в PC-марке выдал он 7 часов 14 минут и осталось еще 20% заряда. За 1 час просмотра видео на YouTube улетает 15% заряда, за час игры в Genshin Impact и одновременном стриминге через Twitch уходит 20% заряда. Смартфон не сбрасывает яркость, играть в целом на смартфоне довольно комфортно. С более легкими играми 12S Ultra справляется, разумеется, великолепно. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводную зарядку на 50 и реверсивную на 10. Заряжается от 0 до сотки за 47 минут. Вантут выдал результат в 1 миллион 31 тысячу попугаев. Storage тест показал средние 63 тысячи. Результаты теста искусственного интеллекта отличные, 3 миллиона 48 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Над всем, что связано с
с камерами производитель работал совместно с Leica. Направленного микрофона я не обнаружил. Основной широкоугольный сенсор Sony IMX989 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией и автофокусировкой. Сверхширик Sony IMX586 с углом обзора в 128 градусов и автофокусом. Телек на 48 мегапикселей с сенсором IMX586 с оптостабом и стабилизацией Zoom EIS. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 24 FPS, 4К 60 FPS, разумеется, на борту. Различных режимов просто огромное количество, так что любителям пофотографировать, поснимать видео это дело однозначно зайдет. Фронтальный модуль на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. Фронтальный модуль, как для флагмана, не впечатляет. В целом основная камера показала себя отлично, но, как по мне, цвета она перекручивает. И в моем понимании при таком огромном блоке камер должна быть соответствующая съемка. Разумеется, для большинства пользователей то, что выдает камера данного смарта, будет более чем достаточно. Минусы. Старая версия USB Type-C, нет мини-джек, как и зарядка на 67 Вт. Фронтальный модуль не радует, также не радует, что суперстабилизация работает только при 1080p 30 FPS. Xiaomi серьезно. Показатели шима оставляют желать лучшего, смартфон интересный и как флагман он хорош. Но топовым я его назвать не могу, так как есть моменты, которые многие производители смартов опускают, в том числе и Xiaomi. Выбор, как всегда, за вами. Если вас устраивают данные характеристики оболочки, почему бы нет? Ну и плюс шумит у него оптостаб больше, чем у остальных смартфонов, однозначно, из тех, что я тестировал, как погремушку с собой носишь. И да, это нормально, но никогда так громко. Третье место его, по мне, заслуженно занимает Vivo X80 Pro. Единственный его огромный минус, сразу спойлер, то, что он сильно от 70-го Pro не отличается. Из минусов отмечу защиту от влаги и пыли IP68, AMOLED E5 дисплей, USB Type-C версии 3.2, пиковая яркость 1500 нит, 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и действительно топовые камеры. В комплекте находится блок питания на 80 Вт, отличный чехол и пленка. Вес смартфона 219 граммов, а в размерах он 164 на 75 на 11,5 мм. Приобрести данный девайс можно в черной, голубой, оранжевой расцветке. Выглядит X80 Pro футуристично, дизайн и вправду запоминающийся. Все углы хорошо сглажены, сборка отличная, как и материалы. Тыльная часть выполнена в моем случае из эко-кожи, а рамка алюминиевая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, кнопки практически не имеют люфт. Далее есть хорошо оформленный разъем для зарядки USB Type-C версии 3.2. Помимо перечисленного выше мы имеем два микрофона, динамики основной разговорный, который также выступает в роли основного, звучания с сертификацией Hi-Res Audio. Оно меня очень порадовало. Мини-джек отсутствует, а вот EK-порт завезли. Далее защита от пыли и влаги класса IP68. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем с сертификацией DisplayMate A+, на 6,78 дюйма, уже почти как планшеты делают. С разрешением 3200 на 1440 точек. Экран с закругленными краями, полуводопад, плотность пикселей с запасом 517 ppi, пиковая яркость 1500 нит. При прямом попадании света на экран с включенной автояркостью яркости хватает. Вглядываться в экран, разумеется, не приходится. Бликов здесь по минимуму. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 300 Гц, частота дискретизации мгновенного касания 1000 Гц. По факту все не так красочно, во всяком случае по тестам. DC-диминга в наличии нет, показатели шима не наилучшие. Always on display на борту и, разумеется, полноценный. Это ж все флагманы, только Xiaomi бывает обрезает субфлагманом. АОТ. Мультитач на 10 пальцев на борту. Разблокировать экран можно при помощи 3D ультразвукового сканера отпечатков пальцев, который в экране, и распознавания лица. К слову, в настройках можно установить дополнительную область сканера отпечатков пальцев для быстрого действия. Экран отличный, цветопередача насыщенная, четкости более чем достаточно. Также в настройках, разумеется, можно все подкрутить под свои предпочтения. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS 12 на базе Android 12. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей. Для 4G есть бенды 7 и 20, запись разговора на борту без уведомления о начале записи. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, емкость аккумулятора 4700 мАч. В PC-марке выдал 8 часов 13 минут и осталось 20%. Смартфон поддерживает Flash Charge на 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Обратная зарядка также поддерживается. Заряжается он от 0 до сотки за 37 минут. За 30 минут просмотра видео на YouTube улетает 9% заряда. За час игры в Genshin Impact 22% уходит. Играть комфортно, картинка плавная, без рывков и фризов. С другими играми, к примеру, Asphalt 9, World of Tanks, PUBG или Standoff 2,
2 устройство справляется, разумеется, на ура. Vivo X80 Pro отлично себя показал в играх на этом процессоре. В Antutu выдал результат в 991 тысячу попугаев, Storage тест показал прямо очень приятный 75 тысяч. Результаты теста искусственного интеллекта, притом здесь скромные, хотя съемка супер, 1 миллион 95 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей LED-вспышки. Система визуализации разработана совместно с Vivo Zeiss. Покрытие Zeiss T для уменьшения ореолы и рассеянного света. Основной широкий GNV сенсор на 50 мегапикселей с лазерной автофокусировкой, сверхширик на 48 мегапикселей, телеобъектив на 8 с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным цифровым зумом, макромодуль на 12 мегапикселей с 2-кратным оптическим зумом, запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 8К 30 FPS, 4К 60 FPS, разумеется, также есть. Оптическая стабилизация на борту, как и цифровая, технология улучшения видео с помощью искусственного интеллекта в наличии. В стоке очень много различных режимов, как для фото, так и для видео, над которыми производитель работал совместно с Zeiss. В режиме видео есть встроенный телесуфлер, это прям очень круто и удобно, когда ты с фронталки записываешь. Но вот фронталка на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана, притом у нее максимальное разрешение для съемки 1080p 30 fps. И это снова фейл. Съемка основной камеры лично меня удивила. Это один из немногих смартфонов, которых я бы советовал использовать для съемки любых обзоров. Опять же, исходя из моих личных предпочтений и моей практики. Если брать в общей картине по работе камер, то все работает корректно и не тормозит. Съемка качественная и цветопередача приятная. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, блок камер быстро царапается, неприятные показатели шима, а также фронтальный модуль имеет всего 1080p. Серьезно, BBK. Конечно, можно сказать, что многим людям не требуется большое разрешение на фронталку, но при покупке флагмана супер-мега-топа хочется иметь все на достойном уровне. К примеру, Samsung и Apple в своих флагманах делают все по красоте, а другие производители нет. Вопрос дня: почему? Что неудивительно, на втором месте у меня Samsung Galaxy S22 Ultra. И в этом топе, разумеется, не будет никаких пикселей. Прочитайте, что они лидеры не потому, насколько они флагманы, а потому, что у них ужасные процессоры и что количество багов у них больше, чем у любых других смартфонов. Очень захотелось мне особо вспомнить их в этом топе. Плюс у данного смартфона, я имею в виду Samsung Galaxy S22 Ultra, их куча. Динамик AMOLED, пиковая яркость аж 1750 нит. Не зря они сами себе экраны делают, правда? Защита от влаги IP68, при этом наличие стилуса S Pen. USB Type-C версии 3.2 Gen 1, рабочий Samsung Pay, что на данный момент актуально, не правда ли? Хотя, вполне возможно, он уже кирпичился на момент вашего просмотра. Но не буду томить. Комплект поставки для Samsung стандартный, просто смартфон и все. Нет блока питания, чехла, пленки. Но хоть кабель положили. Весит S22 Ultra 228 граммов, а размеры 163 на 78 на 11,6 мм. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. Это бургундий, зеленый, белый, черный, графит, голубой и красный. Дизайн привлекательный, смотрится интересно из-за прямых граней сверху и внизу, при том, что боковые грани закругленные. Сборка мне понравилась, как и качество материалов. Тыльная часть выполнена из матового стекла Corning Gorilla Glass Victus Plus. Рамки алюминиевые, из фронта также стекло Corning Gorilla Glass Victus Plus. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.2 Gen 1. Это классно. Два микрофона, звучание псевдостерео, Dolby Atmos на борту, звук слегка, по мне, без объемности. То есть у него относительно других флагманов меньше объем. На борту, к сожалению, нет мини-джека и К-порта, но есть место, где находится S Pen. Использовать его как для заметок, так и для навигации по интерфейсу удобное. Нажатие мягкое, на S Pen также есть физическая кнопка, что удобно. И можно им дистанционно управлять, как указочкой лазерной. Корпус имеет официально защиту от влаги класса IP68. Его я тоже, разумеется, топил. Смартфон оснащен дисплеем Dynamic AMOLED на 6,8 дюйма с разрешением 1440 на 3088 пикселей, плотность пикселей 500 ppi. Как по мне, картинка довольно четкая и в меру насыщенная, цветопередача хорошая. Пиковая яркость космическая 1750 нит. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно, и это очень удобно. Частота обновления экрана 120 Гц, DC-диминга в наличии нет. Шим переваливает за 100%. Полноценный Always On дисплей на борту. Далее мультитач, разумеется, 10 пальцев. Разблокировка стандартно при помощи ультразвукового сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавание лица. Все работает хорошо. Процессора 2 на выбор, но я буду рассказывать вам об Exynos 2200. Графический процессор X-Clips
920, интерфейс One UI версии 4.1 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 и 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128, 256, 512 и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E версии последней, поддержка 5G сетей, для 4G 7 и 20 бенд, разумеется, на борту. Запись разговоров в стоке отсутствует, что, разумеется, стандартно для данного смартфона, потому что он глобальной версии у меня был на обзоре. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживается, GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра при условии, что рядом есть высотки. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал 7 часов 33 минуты, осталось еще 20%. Заряжается он с 0 до сотки за 1 час 30 минут, быстрая беспроводная зарядка 15 Вт, также на борту есть реверсивная зарядка на 4,5 Вт, и это не сильная сторона данного смарта, как вы понимаете. За час игры в Genshin Impact улетает 20%, на момент моего обзора данный смартфон, как по мне, был сыроват, и играя в тяжелых играх проскакивали фризы и лаги, но здесь дело в процессоре. Яркость он не понижал, что хорошо, а в легких играх все было отлично. В Antutu он выдал в результат в 913 тысяч попугаев, Storage тест показал 76 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 108 мегапикселей, широкоформатная с углом обзора 85 градусов. Ультраширик на 12 мегапикселей, 120 градусов обзор и 2 сенсора на по 10 мегапикселей. 10-кратный оптический зум на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 24 FPS, разумеется, 4К 60 FPS также на борту. Оптостап и цифровая стабилизация в наличии, помимо этого есть лазерная автофокусировка. Фронтальная камера на 40 мегапикселей, находится в верхней части экрана по центру. Она не совсем больших размеров, что хорошо. Максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS, в стоке имеется много различных интересных режимов для съемки, фото, видео, разумеется. Однозначно камера с момента релиза данной модели допилили, съемка хорошая, стабилизация отрабатывает отлично. Минусы: долгая зарядка от провода, поддержка только 45 Вт, как по мне маловато, также нельзя расширить внутреннюю память с помощью microSD, дисплей с закругленными краями лично для меня, для игр не лучший выбор, космический шим, вдобавок смарт широкий, это не всем будет в цвет, не у всех широкие ладони, чтобы его носить, почти планшет, можно сказать. По интерфейсу ничего не скажу, так как все работает великолепно, на данный момент оболочка у Samsung'ов очень хорошая. Хотелось бы мини-джек и K-порт, это еще один флагман, который хорош во многом, но как для флагмана у него и цена соответствующая. Первое место, разумеется, занял Apple iPhone 14 Pro. И не пишите мне про проблемы с продажами или еще чему-то. Учитывая его стоимость сейчас, это однозначно первое место. Благо, когда я о нем рассказывал, можете смотреть мой обзор, я покупал его ровно в 2 раза дороже, чем он стоит сейчас в рублевом эквиваленте. Из плюсов данного смартфона выделю топовые камеры, защиту от воды и пыли, отличный экран, хорошее звучание, пиковая яркость 2000 нит, процессор Bionic A16 новенький, комплект выделить не могу, Apple топит за экологию, и поэтому мы имеем, как у Samsung'ов, только кабель и смартфон. Вес 14 Pro 207 граммов, размеры 147 на 71 на 12,2 мм. К слову, этот смарт один из немногих я сравнивал реально с предшественником, посмотрите обзор уже на канале. Приобрести же данную модель можно в черной, белой, золотой и фиолетовой расцветке. Дизайн смартфона стандартный для Apple, стильный и дорогой. Также теперь мы имеем динамический остров, который пришел на замену челке. Рамки из нержавеющей стали, а с фронтальной части у нас керамический экран с олеофобным покрытием. Материалы топовые, сборка отличная. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости и переключатели режимов звука. Далее разъем Lightning версии 2.0. Все мы ждем, когда они в следующем году либо выкатят нам без USB и вообще без каких-то выходов, да, только с беспроводной передачей данных и зарядки. Либо с Type-C-шником. Требования Евросоюза не поменялись. Микрофоны еще у него, разумеется, есть динамик основной разговорный, звучание здесь стерео. Звучание, как для iPhone, отличное. Слот на одну физическую сим-карту, а активный eSIM можно завести до 2 штук и хранить 8 и более eSIM. Места под microSD, разумеется, нет. Притом есть модели, которые вообще идут без физических симок, будьте внимательны. Смартфон оснащен Super Retina XDR OLED дисплеем на 6,1 дюйма с разрешением 2556 на 1179 точек. Плотность пикселей 460 ppi с небольшим запасом или с большим, смотря как смотреть. Максимальная яркость 1000 нит, пиковая яркость HDR 1600 нит и пиковая яркость на солнце 2000 нит. При прямом попадании света на экран яркости хватает и пользоваться смартфоном можно без проблем. Частота обновления экрана адаптивная до 120 Гц, показатели шима отличные, глаза от экрана не устают. Always on дисплей в наличии, вдобавок полноценный, что, конечно же, круто для iPhone, так как это его новая фича. Далее, разблокировать экран можно при помощи Face ID, а вот сканера отпечатков пальцев нет. Летим дальше. Установлен здесь бионический чип A16
12. Также смартфон имеет 5-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный процессор. Интерфейс iOS версии 16, пока оперативная память только 6 гигабайт, ну ее здесь в принципе достаточно, она чуть-чуть по-другому работает, думаю, вы все знаете. Внутренняя память на выбор 128, 256, 512 и 1 терабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, для 4G есть, разумеется, 7 и 20 бенд, запись разговоров в стоке отсутствует, VO LTE на борту, VO Wi-Fi на борту, Bluetooth версии 5.3, что радует, наконец-то они закупились хоть чем-то последним. NFC поддерживается, но мы же понимаем, что на данный момент это нам вообще не актуально, если только вы не за границей. GPS-тест показывает точность стандартно для iPhone 4 метра. Емкость аккумулятора 3200 мАч, смартфон поддерживает проводную зарядку до 30 Вт, беспроводную зарядку MegaSafe до 15 и стандарта QI до 7,5 Вт. Заряжается он от 0 до сотки за 1 час 30 минут. Не аж смешно, правда? Я думаю, вам тоже. За час просмотра видео на YouTube ушло 9% заряда, за час игры в New State Mobile улетает 33% заряда. На 8 минуте iPhone сбрасывает яркость в 9 раз от общей яркости. Все пруфы, пожалуйста, в Твиче и на лайв-канале. Все оставил. Но играть можно без лагов и фризов. В Antutu на горячую смартфон во время стрима выдал 900 тысяч попугаев. На холодную же уже через сутки 808 тысяч. Непонятно, магия электронов. Storage-тест показал неплохие 59 тысяч. Основной блок камер с тыльной части имеет несколько модулей и светодиодную вспышку. Основной сенсор на 48 мегапикселей с оптостабом, сверхширик на 12 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и два сенсора по 12 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, 8К не завезли, как и 120 FPS для 4К. В кинематографическом режиме максимальное разрешение уже 4К 30 FPS, запись HDR видео с поддержкой Dolby Vision в максимальном разрешении 4К 60 FPS. Смартфон имеет трехкратное оптическое увеличение, шестикратный диапазон OIS увеличение, двухкратное OIS уменьшение и 15-кратное цифровое увеличение. Оптика рулит. В настройках камеры большое количество полезных функций, за что действительно спасибо производителю, наконец. А также мы имеем режимы для фотосъемки, видеосъемки, но, к примеру, двухоконного режима здесь нет полезной функции паузы, не появилась для видеосъемки. И в целом, в отличие от Android устройств, если брать топовые смарты, то iPhone мало заморачивается. Фронтальный сенсор True Deep на 12 мегапикселей с автофокусировкой, максимальное разрешение для съемки видео 4К 60 FPS. Ко всему этому теперь и на фронтальной камере есть киноэффект, качество фото и видеосъемки великолепное, стабилизация имеет новую систему, это заметно. Для моего сценария использования это топ. Самое главное для меня это стап и автофокус. Айфоны не сравнить ни с чем вообще никак, и как они работают с физическими стабилизаторами то же самое. Насчет того, что глючат они все равно глючат. Это факт. Минусы: сбрасывает яркость в играх, как и прошлая линейка, нулевой комплект, Apple свои традиции не изменяет. Огромные рамки у экрана, островок оставили, хоть он и не такой, как в 13-й линейке. Внешний вид все тот же, старенькая версия Lightning. Ко всему этому добавлю бесполезную для нас связь со спутниками, так как в РФ это дело не поддерживается, быстрый расход аккумулятора и долгую зарядку. Несмотря на все эти минусы, по мне Apple, учитывая, что у них лучшие камеры и самые оптимизированные все возможные программы, потому что в первую очередь под них все делается. Даже дроны активировать, которые я покупал для обзоров, приходится сначала с яблока, а потом после обновления уже можно подключить Android. Вот такой у меня user experience. Ну и плюс, если у вас ноутбук и планшет от Apple, вам вообще некуда деваться. У них лучшая экосистема. Ну, опять же, по моему субъективному мнению. Вне топа я бы хотел поставить Xiaomi 12T. На канале у меня не было на него обзора на данный смартфон, но он будет обязательно. Плюсы у него это Snap 8 Plus Gen 1, разумеется, LPDDR5, разумеется, UFS 3.1 и AMOLED Dot Display с плотностью пикселей 446 ppi. 120 Вт зарядка, NFC модуль на борту, Harman Kardon, 200 мегапикселей. А самая прелесть, что они продавали его по 38 тысяч, по-моему, недели 3 периодически. Может быть, еще во время сейла, когда вы будете сейчас смотреть, все еще продают. Если брать все эти смартфоны, которые я сегодня вам предложил, этот смарт, хотя он у меня будет на руках, я думаю, через неделю, по соотношению цена-качество на данный момент однозначно лучший. Несмотря на то, что это Xiaomi, и MIUI недолюбливаю. Цены на все, как и ссылки на ролики, можете посмотреть в описании. Лично я на данный момент свой топ-10 смартфонов перед сейлом 2022 года вижу именно так. Никаких там пикселей, повторяюсь, Lenovo и остального мракобесия. Хотя да, Motorola
Motorola тоже Lenovo принадлежит, но перестаньте. Они попытались хотя бы. Разумеется, все смартфоны в топе, по моему мнению, однозначно хороши, так как я эту десятку выбрал из большого количества смартов. Все их я покупал, какие-то себе оставил, какие-то перепродал, обозревал для вас. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Напоминаю, что я разыгрываю iPhone 14 11.11. По всем остальным розыгрышам можете прочитать описание, может быть, что-то добавилось. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо за просмотр и за коммент, потому что все, что вы видели, это годовой труд. Надеюсь, его оцените. От меня девайсом да, добра и удачи вам, дорогие друзья.